мой старый знакомый. Да, приветствую. Здорово. Что Слушай, там я с видел Северным потоком? Что-то решилось у вас, нет? Насчет чего? Северного потока. Да Мы нет, ты ж договорились в прошлый раз, что вы разберетесь, кто, где, когда, и пришлете запрос, а мы вам еще раз откажем. Вы же обещали, ё-моё. Ну, это понимаешь, ну, ерничай дальше. Просто это все решится, когда закончится вот это бадья, то, что у вас там происходит. Надо подождать, да? Да, потому что, понимаешь, сейчас мы следуем не в своих интересах. А в чьих? Вашингтонских. А почему вы действуете в вашингтонских интересах? Ну, это, наверное, надо спрашивать у наших властей. Я думаю, там на крючке, да, они, короче, на крючке. Рыбачили как-то вместе, знаешь, бывает, закидываешь и за ухо цепляется. Слушай, я чё хотел это поговорить-то, ну, Давай, спросить. говори. Я видел, да, тоже вот недавно, вчера, позавчера ты у кого-то на стриме был, разговаривал. Ну, ты вообще полностью все ерничаешь, дурачишься, не беседуешь. А о чем можно серьезно с россиянами разговаривать? Не, ну тут понимаешь, какой калинкор. Тут дело в том, что то, что ты думаешь с твоей колокольни, это истина. То, что я думаю со своей колокольни, это тоже истина. Но мы можем прийти в общении к чему-либо. Но на это ты уже не готов идти. К чему-либо к чему? Ну, к каким-то общим компромиссом, пониманием. Может, ты меня переубедишь. Зачем? Ну, чтоб я вот, короче, блок в другую сторону вел. Может, я заблуждаюсь. Мне от этого не станет ни теплее, ни холоднее. Какой ты блок, какую сторону развернешь. Именно тебе, конечно, нет, а вот другим людям возможно. Что Вот у тебя видишь, сегодня на повестке вот дня? это вот шкурный интерес. Мне лично не холодно, не жарко, а о других вы вообще не задумываетесь. А для кого ты ведешь блог? Расскажи мне. Для украинцев, Для украинцев. серьезно говорю, Они об этом знают хоть? ну вот теперь ты один из них знаешь, да. Тут дело в том, то, что я говорю, россияне без меня это знают. Поэтому я использую источники, которые европейские. Потому что я считаю, не то, что я считаю, я уберцой хотел сказать, убежден, что есть люди, которые верят во весь этот бред, они заблуждаются, они думают, что так оно и есть, то, что им рассказывают у вас в стране. Вот на этих людей я делаю расчеты, ставку. Ничего не ясно, но очень интересно. Конечно, конечно. Ну а ты вообще как провел-то последние дни, недели? Провел лето? Да. Очень увлекательно. Давай что-то пообсудим такое, типа Северного потока. Что у тебя там сегодня на повестке дня? За что тебе дядя ФСБшник сегодня даст рубль? Расскажи. Вот, блин, где этот дядя ФСБшник гуляет, а он хоть бы раз мне рубль этот донес. Давай выполнять задачу твою. Что там у тебя на повестке дня? Что там украинцы опять сделали? Давай. Не опять, а снова. Ну не верят Снова, они давай. мне, не верят. Не все, Прямо к делу. конечно. Давай, не заходи издалека, прямо к делу. Давай, рассказывай. У меня сегодня Северный поток пока, ну, с тобой отменяется. Может, кого Я другого... понял, новая тема, давай. Погнали. Новости, что я бы хотел спросить, не рассказать новости, а поинтересоваться. Что у вас по поводу Орешника? Видео, фото есть? Нету, ничего нету. Ну а ты сам как человек не задумываешься, почему? Что почему? Почему вот до этого любые разрушения, они фиксировались и показывались на весь мир, а здесь только какие-то фотографии со спутника? Я тебе объясню почему. Я посмотрел недавно выступление Путина про Да. Орешник. И он сказал, что поражающие элементы в этой ракете, это элементы, которые поражают. Я такого бреда не слышал даже в школе, когда дети, знаешь, выходят перепуганные к доске и не могут два слова связать. Вот Путин их переплюнул всех.
В Ну вот, орешнике поражают ваших элементы, которые поражают, понимаешь? Я понял, да-да. Да. В ваших интересах как раз-таки показать фото и видео доказательства обратного. Но этого нету почему-то. Обратного чего? Ну, что там поражающий элемент не был поражающим. Зачем? Ради чего? Ради посмеяться? Вы же так любите смеяться. Нет, ну я же ответил на вопрос, почему мы не... Вопрос был задан мне, почему вы не интересуетесь последствиями? Я ответил, я посмотрел видео Путина, который мне все объяснил, что поражающие элементы в ракете это элементы, которые поражают. Все понятно. Зачем мне видео, фото доказать? Вот ты непростой гражданин. Ты или время пожиратель на стримах за это копеечку получаешь? Не-не-не, я Да-да-да. сейчас. Я в Госдепе из ЦИПСО, Госдеп. Во, видал, как все логично получается? Да. Я наполовину англосакс, наполовину Да кто-то еще. ладно тебе, ты уже начнешь сейчас Ну, тут наворачивать. говорят, просто я только что человека встретил, который говорит, что в Украине никого не осталось, остались евреи, англосаксы и кто-то еще там, короче. Что все продали, ничего не осталось. А что, кстати, я вот не знаю, насколько это правдивое высказывание, что якобы кто-то из американских высокопоставленных чинов сказал, что солдат, погибших у вас при боевых действиях, их надо сжигать, да, а не хоронить, потому что кладбища очень большие, и как бы это больше не ваша земля, а американцев, и она им пригодится в будущем, а тут кладбище, и все это дело так вот. Что ты на это скажешь? Я могу добавить, сжигать и отправлять в Америку. Для чего? Не знаю пока. Может, ты расскажешь мне. Ну не знаю, я сам задал вопрос. Да, это, конечно, что-то новое. Такого А это ты надо... не мог бы рассказать каналы телевизионные, которые ты наблюдаешь в свободное время? Не могу, потому что я просто читаю новости и вот. Ну окей, какие новостные ленты, что? Подача Юниан, Марафон, Не, местные Гроши. новости николаевские. Местные что? Местные николаевские новости. Ты мне знаешь вот этого товарища? Вот? Ну это российский генерал какой-то. Да, Коношенков называется. Вроде да, ну. Так вот он говорит, что враг с позором бежит за нами. Понимаешь, вот это вот то, что ты мне говоришь, это очень мне напоминает вот этого товарища. Я думаю, что вы с ним как-то контачите. Вот знаешь, когда человек, возможно, оговорился, вы это подхватываете и в видеороликах показываете. Но, черт возьми, разрушение или не разрушение после Орешникова вы никак не можете тут показать нам. Хочется поглядеть. Смотри, я вот чисто логически, я не разбираюсь в поражающих элементах Путина, но чисто логически, если что-то падает, даже, я не знаю, гиря, например, 16 килограмм, упадет с верхней слоев атмосферы, да, с баллистической траекторией, то она нанесет какой-то ущерб определенно. Конечно. Но что это поменяет, мне непонятно. Несостоятельность оружия это, понимаешь? Если это ущерб маленький, покажет несостоятельность оружия. Скажи мне, вообще какой смысл обсуждать Орешник? Ради чего? Что он должен объяснить, доказать, дать понять? Что ты хочешь донести про Орешник? Ну а почему когда-то обсуждали, допустим, удар по больнице, по другим каким-либо еще зданиям? Это ведь все транслировалось на весь мир. А здесь бах, что-то не то, что-то пошло не так. Тут гиря прилетела пустая. И показать разрушение не могется. Объясняю. Потому что Украину обстреливают чем попало уже, всеми видами ракет от и до. Уже 3-й год. И какой-то Орешник никакой роли не играет. За Орешником прилетит боярышник какой-то. За боярышником прилетит еще там какой-то кокошник какой-нибудь. Так что это поменяет? Я твою мысль-то прекрасно понимаю. Я тебя лишь пытаюсь акцентировать внимание, почему остановились именно на Орешнике. Кто остановился? Для чего? Вот ваши новостные ленты. Вот до этого транслировали разрушения, а вот на Орешнике остановились. Есть у меня одна версия. Да.
но я не уверен, что ее стоит озвучивать. Ну давай попробуем. Попробуем? Давай рискнем. Короче, смотри, вот 22 год, 22 год. О боже, мопед запустили, что делать? И теперь 24 год. Это межконтинентальная или обычная? А то у меня машинка еще не достирала. Ого, это ваши там это, как Это они, насчет инженеры, орешника. инженеры мудрят что-то, да? Не, это насчет орешника, как бы у нас люди так вот, понимаешь, между собой. Вот. Ну, Ну, орешник прилетел, ну и что? а вот про банку-то с огурцами тоже весь мир слышал, рассказали. Да, да, это веселая история. Ну, Да, это так для было поднятия дело. настроения просто. Украинцы это самая креативная, веселая нация. Вот Они тут даже во даже время я войны, во время спорить не войны даже, буду. понимаешь, заливаются кровью и все равно продолжают шутить и какие-то мемы делать. Спорить Хотя не я против. буду. Только какое дело ты имеешь к украинцам? Я? Да. Я тут рядом проходил, вот тут немножко Просто пару вместе минут сидел. назад ты утверждал, что ты там то ли англосакс, то ли еще кто. Ну, я тебе подыграть, я тебе контент наваливаю. А откуда Чтоб я знаю, что тут тебе хоть кто-то подыгрываешь ты или посмотрел, нет? тебе лайк поставил, тебе лайк, репост. Вот за репост Подписаться. спасибо. Спасибо за репост. Ну, вот видишь, если я не буду тебе подыгрывать, кто тебя будет смотреть? Как говорили Добкину, Добкин, знаешь, у нас был в Харькове, по-моему, Добкин был. Нет. Он когда рассказывал какую-то чушь, ему говорили, сделай лицо посерьезнее, тебе за это денег не дадут. Вот я тебе то же самое хочу сказать. Давай что-то поинтереснее, тебе денег не дадут за это. А я их и не жду, вот в чем дело-то. Не ждешь? Ну. Так о чем мы говорили? Да мы вообще ни о чем не говорили. Мы, по-моему, сидели. То есть у тебя сегодня темы нету на повестке дня. Нету. Я Ты бестемный, просто короче. зашел побездельничать. Да. Ну Я вот тебя- контент ты мне, конечно, сегодня немножко сделал. Знаешь в чем? Показать Давай. тебя как вот полное безразличие к обстоящей ситуации. Полная несерьезность. А я тебе объясню почему. Почему? Потому что у нас уже смирились, что погибла куча народу и погибнет еще. Возможно, даже я, потому что у меня тут 2 попадания рядом, возле дома, и, возможно, 3-е попадание по мне будет. Мы с этим в Украине смирились, понимаешь? Так вот это, Поэтому и безразличие. если мы возьмем твои слова как за, правду, да, не будем в них сомневаться, тогда Ага. меня еще больше удивляет вот это безразличие. То, что это надо все останавливать, понимаешь? Нет, останавливать это надо, знаешь почему? Почему? Потому что Россия напала, обосралась и ничего не получилось. И сейчас каждого утюга она продвигает нарратив, надо останавливать. А в А каком вот если бы все получилось, сейчас бы все кричали бы, о, ни в коем случае нельзя останавливаться, ни в коем случае надо идти до Львова. Вот это бы кричали. А в А так каком... как у нее не получается, вот ты сейчас мне рассказываешь, что надо останавливать. Но не потому, что разрушены дома, это вам насрать абсолютно. А именно потому, что не получается. А тогда объясни мне причину, пожалуйста, переговоров в Стамбуле. В самом начале. Вот тут ты молодец. Я, кстати, хотел тебя спросить. Да. В Стамбуле как гарант опасности может быть гарантом безопасности? Можешь объяснить? Я вчера читал эти стамбульские соглашения якобы. Можешь ответить? А ну-ка, зачти мне вот это вот... вот этот вот депричастный оборот. Гарант опасности может быть гарантом... Чего там гарантом? Смотри, Россия напала на Украину. Ну и чё? И диктовала ей условия в Стамбуле. Вы должны раз, два, три, 10. Угу. Среди этих пунктов, по-моему, 2 или 3, не помню, там перечислены страны, которые будут являться гарантом безопасности. Беларусь, Китай, Америка, Великобритания и Россия. Вопрос. Как страна-агрессор, которая гарант опасности, может быть гарантом безопасности? Вот у меня вопрос. Я люблю... вот был бы девушка, я бы в тебя влюбился. Нет, давай Смотри, я тебе объясняю. Вопрос. Это просто вот как 3 рубля, об стол. Смотри. Давай. Тот, который, допустим, как ты утверждаешь, на тебя нападает. Он ведь нападает по какой-либо... Даже вот гопник на улице, он нападает. Если ты удовлетворишь, допустим,
то, что он хочет, он и будет потом впоследствии гарантом безопасности твоей. Это я очень примитивно рассказал. Очень примитивно, я понял. Да, Есть... ну я не знаю, на каком языке разговаривать, просто, ну, это вот как вот, просто очень. Я понял. А почему Стамбульские соглашения назвали соглашениями, а не Стамбульский ультиматум? Потому что я не потому нашел что ни это одного ультиматум, пункта. подожди, ультиматум это только в твоей Дай мне голове, а закончить именно вопрос, соглашение. ты меня перебиваешь. Именно соглашение. Смотри, по этим Стамбульским соглашениям все должна Украина и ничего Россия. А почему это соглашение, если никто не согласен? Не, ну если бы на это согласились, тогда было бы это соглашение. Но не согласились, поэтому это ультиматум стамбульский получается. Это ты так воспринимаешь ультиматум. Ну смотри, вот смотри. Сократить вооружение, отказаться Подожди, от НАТО. а почему? Как так? Бориска Борис, по какой причине-то прилетел в Киев? Молодец, что напомнил про Бориску. Еще Давай, там есть пункт такой, что страны какие-то там страны, короче, гаранты и все остальные страны обязуются не помогать Украине оружием, не помогать ей там еще чем-то, чтобы она там что-то там не могла сделать. Так вот вопрос. Напали на Украину, стреляют по Украине, а как вы собирались навязать это соглашение другим странам, которые вообще к нему не относятся, к этому ситуации вообще? Как вы собираетесь в Британии навязать что-то подписать, если вы воюете с Украиной? Как это вообще работает? Это работает по обычной простой причине, потому что солдаты украинские, а полное финансирование это как раз вот этих вот стран. Я понял. Вот Россию не устраивает, что украинских солдат финансируют, обеспечивает, например, Испания. Случайная страна, Испания или Кипр, все равно кто. Вот как Россия будет навязывать Кипру не спонсировать украинских солдат, если они далеко, им вообще насрать, они просто по каким-то своим соображениям помогают Украине. Не, ну главное, ты тут смотри, интересная у тебя, брат, логика. По каким-то своим соображениям, то есть какие-то свои соображения, интересы у них есть. Если эти интересы, допустим, наполовину или более как-то удовлетворить, чтобы они не поставляли, а тут ты не воспринимаешь это. Ну вот смотри, например, Украина с Россией садится за стол переговоров сегодня в обед, например, да? Да. И Украина выдвигает условия. Так, требуем, чтобы Пакистан сдал все свое оружие. А Пакистан такой смотрит, а мы при чем тут вообще? Вот то же самое сейчас вот смотрит Европа на это все. Мы тут при чем вообще? Бог ты мой. Или Индия, или неважно кто. Но это третья сторона. Как Россия собирается заставить третьи стороны отказаться от помощи Украине, если они, никак вообще. Я сейчас даже тебя недопонимаю. Как понять, заставить отказаться? Я тебе к чему это говорю? Причем тогда тут это им между собой надо там общаться, а не через украинцев. Смотри, я тебе объясню к чему. Я понял, почему ты меня не понимаешь. Борис Джонсон, ты говорил. Ну? Вот Борис Джонсон приехал, ему показали эти соглашения, а он ответил, говорит, вы можете делать, что хотите. Но если в Украине хоть один украинец будет защищаться, то мы будем ему помогать. До свидания. Хитро, да, как придумано? А у вас это как интерпретировано? Я не понимаю, как это у вас работает? А по какой причине украинец должен защищаться? Ну, потому что на него напала Россия. А я что-то помню, что украинец напал на украинца, а Россия пришла туда вроде как это все раскручивать. Ой, огорчаешь ты меня, очень Ну огорчаешь. А как ты хотел? Чтоб я тут веселил тебя, что ли? Сейчас придется залезть в дебри. Я еще смотри, подожди. Помнишь вот эта вот история с парламентская, там республика, президентская, туда-сюда, суд конституционный, помнишь? Смотри, отмена Конституции. А из-за чего? Внимательно смотреть и слушать, как украинец напал на украинца. Хочешь? Давай. Ну давайте разбираться. Во-первых, Донбасс это территория Украины. ЗСУ что за штемп? Подожди. На любой части территории Украины, в том числе на Донбассе.
А вот кто туда пришел с оружием, мы сейчас разберемся. Хронология 2014 года. Поехали. 12 апреля вооруженные люди в масках захватывают здания силовых структур в Краматорске и Славянске. На этих кадрах группа боевиков с автоматами приблизилась к зданию отделения милиции в Краматорске. Их встречает начальник отделения Виталий Колупай и пытается вступить в переговоры. Однако неизвестные открывают стрельбу в воздух, после чего приступают к штурму здания, что приводит к перестрелке с милиционерами. Нормально тогда? А 10 Вы жителей упускаете один... Я понял, могу следую твоей мысли. 12 апреля тебе ни о чем как-то не смущает никак? Я понял. Я тебе к тому говорю, что никакие украинцы украинцев не убивали. Это убивали украинцы россиян, которые пришли под видом ихтамнетов. Знаешь такое слово Нет, ихтамнет? число 12 апреля тебя не смущает? Не смущает. А меня смущает. Турчинов АТО какого числа обозначил? Я не помню, честно скажу, не помню. Вот ты, наверное, знаешь. По-моему, на 5 дней раньше вот этих вот событий. Хорошо, пускай 5 дней раньше. Он, наверное, что-то знал, правильно? Конечно, знал. А почему? Давай, допустим, я пойду тебе навстречу и представим, что 50,2 или 3 человека, вместе взятых с Гиркиным, пересекли границу со стороны России и зашли на территорию Украины. Если бы местные их не поддержали, у них бы это все получилось? То, что Конечно, сейчас там получилось. Ты ж не захотел дальше слушать, поэтому, конечно, получилось. А почему местные вообще там что-то, ставка-то взбунтовалась? По какой причине? Какая ставка? Я ж Ну, тебе я только так что вот дал балдею послушать, сижу. там Почему никого местные местных не было. взбунтовались? Я ж тебе только что дал послушать, там были все чужие, никого и местные. Местные там сопротивлялись. Я поэтому тебя и акцентирую внимание на апреле месяце. Даже пофиг, 1 апреля пускай будет до объявления АТО. До апреля еще есть март. Да, и что? Да. До марта-февраль, конец февраля, когда, на мой взгляд, щирые украинцы попытались остановить действия, происходящие на Майдане, остановить вот этот вот государственный переворот. Вот это и были щирые украинцы. Это были украинцы, которые хотели сохранить государство в таком понимании, как цивилизованное, конституционное, не нарушая никаких законов. Но люди, пришедшие к власти в Киеве, вот таким путем узурпации власти, черт возьми, послали на них танки еще в марте, не в апреле 12-го, когда кто-то мог из добровольцев прийти к ним на помощь. В марте месяце. У вас по этому поводу в 14 марта даже День добровольца обозначен. И вот эти вот танки мартовские, я уже задолбался вставки делать в свои ролики. И эти танки я не по российским каналам смотрел, а BBC Украина. Представляешь? Что, я не понял, какие танки, что танки? Вот танки шли с Днепропетровщины в сторону Донбасса, Луганщины, туда. Их люди остановили. На тот момент это еще было ЗСУ. И люди по своим не стреляли. Вот когда власть, пришедшая в Киеве, поняла, что солдаты не смогут палить по своему народу, они начали собирать добровольческие отряды 14 марта, день этот. А потом, когда те щирые украинцы, в моих глазах щирые украинцы, поняли, что Киев с ними базарить не будет, вот тогда они подняли российские знамена. Им защита нужна была. Смотри, по порядку. По-простому я тебе вот так. Государственный, я же с тобой тоже по-простому. Во-первых, государственный переворот, он называется государственным, когда одно государственное лицо переворачивает другое государственное лицо. Майдан это не государственный переворот, потому что на Майдане не государственные люди были, а обычные люди, понимаешь? Поэтому это уже не государственный переворот. Парирую, давай я тут парирую на твои слова. Почему тогда со стороны Евросоюза прилетело 3 ястреба и давали какие-либо гарантии Януковичу? От стороны, так сказать, народа. Значит, они имели рычаги влияния на оппозиционных настроенных людей? Я не знаю, почему они приехали, но очевидно какие-то
гарантии или договоренности, возможно, были там, конечно. Вот у меня еще есть один козырь, я с тобой его пока не использую, потому Нет, что подожди, давай вернемся. Если они приехали, то это нам о чем говорит? Я пока не понял. Нет, ты заявил о том, что там с одной стороны не было, с одной стороны как бы государство, система Но есть стоит, а с государственный другой служащий. стороны просто народ, не просто Есть народ. государственный служащий, это Янукович. Да. И есть какой-нибудь Вася, сантехник, который приехал, я не знаю, с Кировограда. Вот я тебе Это про не это как раз и государственный говорю, служащий, что это понимаешь? не какой-то Вася. Среди каких-то Вася и Алеша, слесарей и поваров, там еще были обученные ребята, от которых в Польше тренировали, лагеря были, мы эти лагеря наблюдали. А кто их тренировал? И почему эти три ястреба имели на них какое-либо влияние? Они ведь договорились с Януковичем. Они пришли к общему. Я не думаю, Янукович что пошел, ястребы... Янукович пошел, соблюдать то, что он там... Да, смейся, мой хороший. А Я те по ребятки-то другому поводу. продолжили. Меня просто обученные ребята размешили, я не обращаю внимания. Какое ты предусматриваешь влияние этих людей из Европы на ситуацию на Майдане? Что ты в это вкладываешь? Как это, что я вкладываю? Вот приехали Это люди с Европы, например, Макрон, Шольц и еще кто-нибудь, не знаю, там, Ну, не там, знаю, да, поляк, другие там, были. кто там. Ну, Вот они приехали, например, на Майдан. Что это означает для тебя? это как мне, как простому гражданину, дает понять, что Как у блогеру. них есть там свой интерес. Хорошо. Как это относится к перевороту государственному? Как это относится? Ты меня вообще сейчас, ты ладно, кончай, короче, меня тут распнять. Я тебя к чему говорю, что когда Ты уж генерал, немножко-то например, посерьезнее, или чем какой-то говори. прокурор, или какой-то государственный служащий выгоняет другого, например, президента или кого-то там, это государственный переворот. Государственное лицо переворачивает другое государственное лицо. А когда люди собрались, недовольные властью своей, обычные люди, не государственные служащие, не полицейские, не какие-то там прокуроры, обычные люди, это не государственный переворот, понимаешь? Хорошо, пойду навстречу. По какой причине люди были недовольны государем своим? Ой, это я тебе даже передать не могу. Это очень длинная история. Основное, Но что более сподвигло, что последней каплей было? Подвигло очень агрессивный, наглый, борзый рейдерский захват предприятий под руководством, по-моему, сыновей Януковича, или кто там приближенный Януковича. Молодец. Настолько Держишь всех это пальцы на достало. пульсе. Чё? А разве не подписание ассоциации европейской? А подписание то просто для, ради бога, подписание. Знаешь, почему оно версия. стало по приколу? Потому на что... подписание ты никого не соберешь, понимаешь, на площади, на подписание. Нет, да, вот я когда- сюда вставочку а вот когда сделаю на Майдане, когда люди высказываются, что мы хотим Европу, а он нам, так сказать, колеса в палки ставит. Вот что было главным триггером для населения. Ну, я тебе скажу Почему так. сейчас это на сегодняшний день по приколу, ты знаешь? Ты знаешь, а я тебе если расскажу бы это была вслух. правда, то на Майдане Потому бы что стояла- ваша Рада в 2020 году признала эти ассоциации грабительские и отменила их. Переписать их надо. То есть действия Януковича были правомерны. Он действовал в интересах своего народа, и за это его сковырнули. Если ты будешь меня перебивать, то мы вряд ли сможем пообщаться. Извиняюсь, продолжу, да. Если бы было дело только в ассоциации, там на Майдане бы, пару тысяч человек стояло бы и все. За ассоциацию. Потому что остальным насрать на ассоциацию. То есть за какой-то завод, А за вот то, что какое-то Янукович предприятие... беспредельничал здесь, вот это было повод. А предприятие кому принадлежало? Какому олигарху? Какое предприятие? Которое там, по-твоему, кипиш был. В моем городе конкретно рейдернули, начиная от госпредприятий, заканчивая металлоприемниками. Кто рейдернул-то? Ну, я же говорю, мафия януковская. Как мы можем понять, что это Янукович люди? По Майдану можете понять. Я пошукаю это высказывание людей на Майдане.
Можешь пошукать. Ну, я Можешь имею в виду пошукать про людей вставки. с Я люблю, Майдана. черт возьми, эти ставки. Давай вернемся к этому, к Джонсону. Мне очень нравится, когда про Джонсона рассказывают, который приехал и переломал все мирные переговоры. Давай, шут с ним, давай. Как Россия собиралась заставить Британию подписать Стамбульские соглашения? Вот Почему просто она должна как была ты- заставлять? Это как раз таки вот ты думаешь в мыслях, ультиматум заставили. Это соглашение, тут соглашаешься или нет? Хорошо, как заставить согласиться? Да зачем заставлять? А зачем Переговоры тогда для они этого вообще и нужны, эти нужны, чтобы соглашения? обсуждать. Зачем заставлять? То есть ввели войска, начали боевые действия, чтобы поговорить просто. Разве англичане ввели свои войска? Не, за Россию говорю. Ввели свои войска в Украину, их начали обстреливать только ради того, чтобы поговорить в Стамбуле, да? Ну, потому что 8 лет попытки донести там Минские 2, вот это все дела, да, не увенчались успехом. Причем потом, как наша бывшая канцлер выразилась, что это было всего растяжкой времени, никто не собирался серьезно, к этим Откуда она Минским знала? А 2. вдруг бы мы взяли и все и выполнили? Откуда она знала? Она это говорила уже после, года спустя. Как? Ну Она да, же откуда знала, она что знала? они не Как она выполнят. знала? Потому что она спустя года это высказалась. Не сразу, а спустя года. Я Конечно, понимаю, может, как постфактум ты говоришь об этом. Ну вот а вдруг раз и Зеленский взял и выполнил все Минские соглашения. Как тогда бы она говорила? Какой Зеленский на то время Порошенко был? Ну, после Зеленский Порошенко вам Зеленский вообще был. мир и дружбу обещал. Он говорил, черту буду лысым анонировать, но до войны не допущу. Он по этой только причине к власти пришел. Вы его выбрали только по одной вот этой причине, чтобы не было войны. Ты падаешь в моих глазах, давай покультурнее. Хорошо. Хотел удовлетворить черта лысого, но не сделал это. Это ты откуда взял? Ну, это слова его, когда он вел предвыборную кампанию. Ну, я не Он слышал говорит, таких перед слов. чертом лысым на колени встану, но до войны не допущу. На кой ляд он собирался перед чертом лысым вставать на колени? Смотри, какие есть варианты у Зеленского в начале войны. Это первый вариант, это защищаться, и второй вариант сдаваться. Минские 2, варианта. Минские 2. Все остается у вас. Просто у территории Донбасса больше автономии. Вот и все. Когда Путин решил начать специальную военную обострение, он не давал никаких условий Украине, никаких ультиматумов, он просто вторгся. А условия незадолго до этого были для НАТО, чтобы они убирались на границе 97 года. Вопрос, при чем тут Украина раз? И второе, почему не было никаких условий для Украины 2? Например, Начало постройки базы в Очаково. вторглись, например, в Украину и дали бы 5 дней на выполнение каких-то условий. Например, Ну, там базы в Очакове, там поймать всех нацистов, там, например, там, что там еще может быть? Что там хотели? Выполнить Минские соглашения. Вот вам 5 дней. Но этого не было сделано. потому что 8 лет до этого было дано. И Причем что тут 8? 5 дней. Тут хоть неделю давай, 8 лет было дано на это. Не было ничего не сделано. Ну, никто ж не знал, что Минские соглашения ведут к войне с Россией, например. Россия вообще не сторона конфликта, как говорил грустная муж Лаврова. это- Россия на то время не сторона конфликта. Это не да. сторона, а теперь сторона получается, да? Ну тут смотри, они же поступили с юридической точки зрения все грамотно. Они признают эти две области, территории ЛДНР, объявляют себя республиками. Россия признает их суверенитет. Впоследствии принимает свой состав. С юридической точки зрения они сделали все грамотно. Поэтому тут Евросоюз ничего как бы и сказать по этому поводу не может. Потому что юридически там все сделано грамотно.
То есть ты Тут с считаешь, моральной что я- точки зрения, подожди, с моральной точки зрения мы можем как два индивидуума по-разному смотреть на это дело и с тобой что-то спорить, ну, доказывать друг дружке. Но с юридической точки зрения там они все сделали, как бы как... Ты считаешь с юридической точки зрения, если напасть на Я страну... не отнять считаю, у неё я не территорию- юрист. Я перебивай отталкиваюсь меня, я от тебя понимания переключу то, сейчас. что у нас тут говорят. Я тебя переключу сейчас. И ты считаешь, если напасть на страну, отобрать у нее часть территории, записать себе в Конституцию, это юридически грамотный ход, считаешь? Если, Пожалуйста. подожди, я немножко поясню. Если нет предыстории, тогда это акт агрессии, и он осуждается. Если есть предыстория, надо копаться в предыстории. Чего мы с тобой уже минут 20-25 и занимаемся. Копаемся в предыстории. Я тут анекдот новый прочитал. Хочешь Давай, давай, я люблю от тебя рассказать? анекдоты. Россияне, смотри, не перепутай. В Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев. В Чечне и Сирии против повстанцев. А на Донбассе и Крыму вместо повстанцев. Посмеяться, да, где можно. Да, вот как раз вот супер, да? Ну это когда в деревне вот ты сидишь, да, и в город ездил только на приписной военкомат, и вот за подстопочку третью, четвертую можно посмеяться. Ну а когда ты понимаешь во всех, помнишь то, что это как и происходило, ну как бы тут не до смеха. А вот еще тебе анекдот. Не, это не анекдот, это что-то серьезное, наверное. Самые распространенные фразы в России через лет 10. Откуда мы могли знать? Время было такое. А что мы могли? А сам-то я всегда был против. Бля, вот когда ты улыбаешься, ты хороший, добрый человек. Не, Ну это как я- только что-то говорить это начинаешь. маскировка. Это маскировка англосаксов. Да, научился, вот чему тогда научился, ты видишь. Какой этаж у тебя, кстати? 4. 4. Ноги будешь прыгать, ноги сломашь. А куда Ну, если прыгать? вдруг экстренно эвакуироваться придется. Зачем? Ну, мало ли, ты же говоришь, там стреляют, короче. Так никто ж не успеет. Если бы люди успевали от обстрела прятаться, никто бы не погибал бы. Да, то, что там много очень погибает с обоих сторон, это крайне жалко. О, мне интересна твоя оценка, знаешь на что сейчас? М. Где-то тут было видео такое интересное. Ну, ты так скажи, я тебе верю на слово. Ты что, не понял? Нет, ну ты такой должен чисто это оценить, потому что так на словах оно не звучит. Совбезе он насмехался, когда его украинская коллега докладывала о гибели семьи Базилевича от ракетного удара по Львову. Смотрим. Russia will never be able to alter its authorship from the atrocities committed in Ukraine. In Lviv, a Russian missile took 4 lives from one family. Evgenia Bazilevich and her 3 daughters were in a moment. The youngest, Milia, was just 6. We can hardly imagine their father's sorrow. Это про Those weren't military события targets. 3-4 месяцев давности, Those про вот это. fought many kilometers far from the front lines. Ordinary people, children. This was a cold-blooded. Russia will never be able to alter its authorship from the atrocities committed in Ukraine. Вы только посмотрите на его Что лицо, ты от на меня его хочешь? Смотри, я тебе развернуто скажу. карикатурного злодея, Если который это фильм. без, если это было действительно так, как в видео преподносится, я осуждаю вот этого улыбающегося мужика. Я не помню, Базилевич, да, его говорят, называют. Если это какая-то нарезка, сопоставление, ну, тут базар окончен. А так, если это правда, я его осуждаю, конечно. Я тебя не слышал, потому что ты не хотел слушать меня. Давай теперь заново. Если это правда, я осуждаю этого мужика. Я имею в виду, если это не нарезка какая-либо, не монтаж. Если это правда, то я осуждаю этого Он мужика. сидел Да. когда-то отдельно сам, она за неделю до этого сказала, его сняли отдельно и потом нарезали, да, вместе, ты имеешь? Да могли как угодно нарезать. Я ж тебе даю полный 2 варианта. Если это так, то это, ну, зачем нам что-то обсуждать? А если это правда, то в моих глазах, как бы,
Я осуждаю это. Неприемлемо смеяться над не то, что без гражданских людей, даже когда противника уже убили, противник лежит убитый, тоже неприемлемо там смеяться и как-то глумиться над этим. Понимаешь? Как я могу как человек на это реагировать? Нормально я реагирую, в смысле даю оценку этому. Понятно. Ну, а что Ладно. ты понял? Может, у тебя еще вопросы какие-то остались? Как Я ради от тебя бога. про Стамбульские соглашения так и не добился ничего. Ну, ладно. До следующего раза встречи? Обязательно. Я тебя буду ждать. Давай, родной. Но только ты научись, когда задаешь вопрос, послушай ответ все-таки. Я понимаю, очень тяжко, но надо. Для работы надо. Надо. А ты немножко посерьезнее встань. Хотя сегодня ты посерьезнее прям я не превзошел себя. Я с пропагандистами не могу быть серьезным. Вот у меня изнутри это нутро, понимаешь, это англосакское держит меня. Не могу я с россиянами и пропагандистами серьезно общаться. Ну, Так что извиняй. гуд, давай. Ой, вот вам здрасте, усатый дядя. Пошел ты сам. Здравствуйте, мои хорошие. Сейчас посмотрите ролик. Я удивлен, да? Вначале, как всегда, он вел себя как обычно, этот собеседник. Никогда он серьезно не пытался что-либо обсудить. Тут он меня удивил чертовски, так сказать. Пошел навстречу. Правда, не с первой минуты, но все же. Ну и приятного вам просмотра, мои хорошие.